Всем привет, с вами канал Observer, меня зовут Артем, и сегодня мы поговорим об очень интересной теме, которая интересует многих любителей оптики, а именно о том, как правильно выбрать бинокль. Друзья, поехали! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, у нас уже большое количество разнообразных видео на тему оптических приборов, ну а впереди их будет еще больше. Итак, как же правильно выбрать бинокль? На сегодняшний день на рынке оптических приборов представлено просто огромное количество моделей различных биноклей, в которых легко потеряться не только начинающему любителю оптики, но и уже опытному профессионалу. Поэтому, друзья, начнем мы с самых-самых основ и постепенно перейдем к тому, для каких целей какие бинокли наилучше всего подходят. Итак, как вы скорее всего сами уже заметили, в наименовании каждого бинокля присутствует определенная маркировка, которая и позволяет пролить свет на самые его важные характеристики. Возьмем для примера бинокль BPC ByGush 8х30. Два числа, которые указываются в названии, и есть интересующие нас характеристики. Первое число указывает на увеличение, а второе на диаметр объектива в миллиметрах, то есть диаметр главной линзы, которая и будет отвечать за сбор света в данном конкретном приборе. Таким образом, из названия мы уже понимаем, что у бинокля ByGush 8х30 увеличение составляет 8 крат, а линзы диаметром 30 мм. Кратность бинокля — это характеристика, которая показывает нам, во сколько раз прибор приближает объект, который отдален от нас на определенном расстоянии. Например, 10-кратный бинокль покажет вам человека, который находится на расстоянии 1000 метров от нас, то есть 1 километра, в 10 раз ближе. То есть так, как если бы мы видели его невооруженным глазом на расстоянии всего 100 метров от нас. Такого понятия, как дальность, на которую максимально бьет бинокль, не существует. А о такой характеристике нас постоянно спрашивают наши клиенты. Так вот, друзья, у бинокля есть только понятие увеличения. В теории даже самым маленьким 6-кратным, 5-кратным биноклем вам ничто не помешает посмотреть за объектами, которые находятся на расстоянии 3, 5 и более километров от вас. Другой вопрос — это насколько хорошо вы будете их видеть, так как такое небольшое увеличение на таком большом расстоянии не позволит разглядеть вам хоть сколько-нибудь значимых деталей. Еще одна распространенная ошибка при выборе бинокля, связанная с увеличением, это ориентироваться на модели с как можно большей кратностью. Друзья, это в корне неправильный подход. И сейчас мы объясним почему. Во-первых, друзья, наблюдение с рук без использования дополнительных устройств, таких как штатив, монтировка или хотя бы просто упор в какую-то поверхность, ограничены увеличением в 15-20 крат, о чем нас с вами и предупреждают многие производители. К сожалению, многие покупатели почему-то упускают этот момент из виду. Дело в том, что при наблюдении с рук без использования дополнительных механизмов для придания большей устойчивости прибору очень заметно дрожание изображения, которое, естественно, сильно нагружает ваши глаза. Говоря простым языком, наблюдать на таком увеличении без специальных приспособлений просто небезопасно для вашего здоровья. Во-вторых, друзья, большое увеличение ведет за собой определенные технические ограничения. В первую очередь это сужение поля зрения, то есть бинокли с большой кратностью не позволят вам наблюдать за широкими панорамами и вести обзорные наблюдения. Они будут точечно показывать какую-то очень узкую область обзора. Следующий момент связан с тем, что с повышением кратности падает светосила прибора за счет того, что сужается его выходной зрачок. Таким образом, картинка будет становиться все темнее, и наблюдать с таким прибором в условиях недостаточного освещения, например, в сумерках, тумане, не говоря уже про наблюдение ночью, становится просто некомфортно, а зачастую и невозможно. В-третьих, многие недобросовестные производители, занимающиеся изготовлением подделок известных брендов, зачастую пользуются данным фактом, что новички стараются всегда выбрать прибор с максимальным увеличением и выпускают такие модели с характеристиками, как, например, 50 на 50, 70 на 70, 100 на 100, где якобы увеличение бинокля составляет, допустим, 100 крат, и диаметр объектива также якобы 100 миллиметровый. Друзья, такие характеристики призваны ввести вас в заблуждение и абсолютно никоим образом не отражают реальные параметры модели. Например, на нашем канале уже было несколько обзоров на подобные бинокли, можете посмотреть их, пройдя по ссылкам в описании, я думаю, вам будет интересно. Если коротко, то в одном из обзоров
приборов мы имели дело с биноклем Bresser 70×70. И после детального измерения его характеристик оказалось, что прибор обладает увеличением всего 7 крат и диаметром объектива 50 мм. То есть нас обманули как в первой, так и во второй важнейшей характеристике данной модели. Кроме того, у компании Bresser, например, все модели имеют также в наименовании и название серии, к которой они относятся. Ну а в случае с подделкой прибор назывался просто Bresser 70×70. Но людей, которые в первый раз сталкиваются с выбором оптического прибора, конечно же, такие параметры могут сильно дезориентировать. Если прибор действительно имел бы такие характеристики, то изображение, которое он получал, было бы похоже на то, что мы видим в дверной глазок или замочную скважину. Очень-очень узкое поле зрения, практически точка, и при этом очень темное. Конечно же, ни один уважающий себя производитель не станет делать прибор с такими параметрами, потому что они попросту бесполезны. Таким образом, друзья, хочется отметить, что не стоит гнаться за большим увеличением. В первую очередь определите, для каких целей вам нужен бинокль, и исходя из этого уже подбирайте оптимальную кратность. Чуть позже мы обязательно поговорим, какие увеличения наиболее подходят для различных типов задач. Также, друзья, хотелось бы упомянуть и о панкратических биноклях, то есть приборах с переменной кратностью. В таких моделях маркировка состоит не из двух, а из трех чисел. Например, Nikon 10-22×50, где 10-22 это диапазон доступных увеличений. Проще говоря, такие бинокли обладают функцией зум и позволяют менять кратность в зависимости от нужд пользователя. Обычно эта функция выполнена в виде рычажка на одном из окуляров. На нем же нанесено дополнительное кольцо с пометками об увеличении, с помощью которого вы сможете следить, какую же кратность вы установили в данный момент. Увеличение на биноклях Weber Zoom меняется с помощью рычажка у правого окуляра. При этом мы точно можем знать, какое увеличение установлено в данный момент благодаря шкале на левом окуляре и точке, которая двигается синхронно с рычажком. В данный момент, например, сейчас установлено увеличение 16 крат. Люди, которые впервые сталкиваются с выбором бинокля, также считают, что такие модели априори лучше, чем приборы с фиксированной кратностью. Ведь вы имеете сразу большой диапазон доступных увеличений и, как правило, наибольшее из них является весьма высоким. Это опять же к вопросу о том, что пользователи привлекают большие значения кратности. Но, друзья, не все так радужно. Функция Zoom накладывает определенные ограничения. Во-первых, это невысокая светосила таких приборов. Панкратические бинокли не смогут показать такую светлую картинку, как модели с фиксированной кратностью. Во-вторых, это узкое поле зрения, которое в 1,5-2 раза уже, чем у аналогичных моделей, но лишь с одним значением увеличения. Особенно это заметно при приближении увеличения к максимальному значению, когда видимый зрачок сужается до очень узкого кружка. При этом у пользователя возникает ощущение, как будто бы он находится в огромном длинном темном туннеле, и видимый зрачок — это его конечная часть, откуда и поступает свет. Такой эффект как раз таки называется тоннельным, и в большинстве случаев он присущ именно панкратическим моделям. Ну и третий фактор — это сильное искажение картинки на максимальном увеличении. Такой момент присущ, конечно же, больше бюджетным приборам, но иногда встречается и на более дорогих моделях. Картинка при этом искажается геометрически, она как будто бы выпуклая или вогнутая, но и также появляются дополнительные сферические и хроматические аберрации. С учетом всего этого, друзья, еще раз подумайте, действительно ли вам нужен прибор с функцией Zoom. Да, конечно, он во многом универсален за счет большого диапазона увеличения и заменяет по кратности собой сразу несколько приборов. Но в силу ранее озвученных ограничений, друзья, подойдет он все-таки не для всех задач. Второй важнейший параметр, который мы указывали чуть ранее, это диаметр объектива в миллиметрах. Это очень важная характеристика, так как диаметр объектива, то есть главной линзы, напрямую влияет на то, какое количество света будет собирать прибор, а соответственно, какого качества картинка будет получаться на выходе при прочих равных характеристиках. Соответственно, чем больше диаметр, тем больше света получает модель, тем более яркое, насыщенное цветами и детализированное изображение получается. С большими объективами более комфортно будет наблюдать в условиях недостаточного освещения, ну а объективы свыше 50 мм уже можно считать подходящими для занятия, в том числе астрономией. В то же время маленькие объективы также имеют свои преимущества, ведь благодаря тому, что главные
линзы имеют небольшие габариты, в целом габариты бинокля также остаются весьма компактными. Таким образом, друзья, небольшие бинокли с небольшими линзами также имеют право на жизнь для определенных задач. В первую очередь, благодаря их компактности, это модели, которые всегда и везде можно брать с собой. Некоторые из них легко помещаются даже в карман. Конечно же, это очень удобно, например, для городского туризма и для каких-то наблюдений за мероприятиями, для походов в музей и так далее. Но не только от размера объектива, друзья, будет зависеть качество изображения в конкретной модели. Большую роль здесь играет также и используемое стекло. На данный момент на оптическом рынке наиболее распространены 4 марки различного оптического стекла, которые используются в биноклях. Это стекла марки К9, БК7, БАК4 и ЕД. Стекла К9 и БК7 ставятся преимущественно в оптику бюджетного сегмента. Конечно же, такие линзы не будут обладать самой резкой картинкой, самой яркой цветопередачей и высокой насыщенностью, но в то же время они вполне справляются со своими задачами и, почему бы и нет, имеют право на существование. Если бюджет ограничен, друзья, не отчаивайтесь, такие стекла также хорошо послужат вам, если вы не утонченный эстет в плане выбора оптических приборов. Стекло БАК4 является, пожалуй, самым распространенным на данный момент. Оно устанавливается в бинокле, начиная с бюджетного сегмента и заканчивая некоторыми элитными моделями. Стекло действительно достаточно универсальное, оно все еще недорогое, но при этом обладает очень большим количеством преимуществ перед двумя предыдущими марками стекла. А именно БАК4 дает очень неплохую картинку благодаря высокой светопропускной способности и возможности исправления различных типов аберраций. Таким образом, за все еще невысокие деньги вы сможете получить вполне себе отличный бинокль, в котором не будет заметного хроматизма, сферической аберрации, который будет давать очень четкую, насыщенную и яркую картинку. Отдельно хотелось бы упомянуть о стекле марки EcoGlass, который устанавливает в свои модели производитель Nikon. Данное стекло является практически аналогом марки БАК4, за тем исключением, что в его изготовлении не используется большого количества мышьяка и свинца, а соответственно при утилизации данные линзы не будут наносить вред окружающей среде. Благодаря такому рецепту изготовления оптика все же имеет свои определенные черты по сравнению со стеклом марки БАК4. EcoGlass дает более светлую картинку, порой даже кажется, что она светлее, чем то, что мы можем видеть глазом. Я не знаю, как это получилось у производителя Nikon, но факт остается фактом. В то же время такая высокая яркость не всегда является плюсом. Однажды я разговорился с одним любителем оптики, который как раз таки пользовался биноклем Nikon, и он отметил, что при наблюдении на открытой воде в тумане он не смог различить некоторые объекты, которые находятся на достаточном отдалении, но которые видны в другие бинокли и видны невооруженным глазом. То есть из-за повышенной яркости картинки очень проблематично разглядеть малоконтрастные объекты. Но, друзья, все-таки это частный случай, и в целом EcoGlass проявляет себя очень и очень достойно. Ну и, друзья, самая высококлассная оптика — это стекло марки ED. Аббревиатура расшифровывается как Extra Low Dispersion Glasses, то есть стекло низкодисперсионное, которое пропускает максимальное количество света до 95-97%, то есть при прохождении между различными средами данная оптика практически ничего не рассеивает, и на выходе мы получаем изображение очень схожее с тем, которое мы видим глазом. То есть при наблюдении в такие бинокли создается ощущение, как будто вы вовсе и не в бинокль смотрите, а сами вживую видите картинку перед глазами. Конечно же, такая оптика и стоит дороже всех предыдущих моделей. Премиальные бинокли с установленными стеклами ED могут по цене отличаться в 10 и 20 раз от, можно сказать, практически таких же по характеристикам моделей со стеклом обычным, например, БАК4 или БК7. Изначально, друзья, стекло марки ED разрабатывалось для того, чтобы получить идеально чистую картинку. В первую очередь избавиться от вездесущей хроматической аберрации. Кроме того, такая оптика позволяет несколько уменьшить габариты прибора за счет высокого коэффициента преломления, который позволяет добиться меньшего хода луча внутри конструкции без потери качества изображения. Конечно же, такая оптика и бинокли, которые ее используют, по цене являются самыми дорогими, а некоторые премиальные модели могут отличаться от таких же по характеристикам приборов с
обычными стеклами БК7 или БАК4 в 10, а то и в 20 раз. На данный момент, пожалуй, самым совершенным оптическим стеклом является частный случай из стекол ED, а именно флюоритовое стекло марки FL, которое, друзья, ставится преимущественно в бинокле от компании Zeiss. Такие приборы, друзья, конечно же, сильно бьют при приобретении по кошельку, но в то же время пользователь может насладиться, пожалуй, самой кристально чистой картинкой. Помимо марки стекла, друзья, немаловажным фактором является и наличие или отсутствие просветляющего покрытия, а также его тип и количество слоев. Данное покрытие может наноситься практически на все оптические элементы прибора и служит для того, чтобы опять же уменьшить рассеивание света при прохождении через линзы, чтобы на выходе вы получили максимально приближенную картинку к тому, какой вы видите ее без прибора. Друзья, самый простой способ определить, есть ли просветление на бинокле или нет, это попробовать навести на какой-то источник света прибор объективами вперед и посмотреть, будут ли цветные блики на линзах. Если цветные блики присутствуют, значит есть и просветление. Такое покрытие может очень сильно отличаться от модели к модели. Во-первых, покрытие может быть однослойным или многослойным, полным или неполным, то есть когда оно наносится на одну сторону линзы или на обе. Покрытие может быть как на всех элементах прибора, так и на некоторых. Оно может быть диэлектрическим, фазокорректирующим, серебристым и так далее. Вариантов очень и очень много. Каждая из них вроде бы служит своей определенной задаче, но в целом, друзья, все они служат тому, чтобы максимально улучшить качество картинки. Конечно же, бинокли с покрытием будут по качеству выдавать картинку лучше, чем приборы без него. Также, друзья, бинокли могут быть и различных конструкций, из-за чего они будут несколько отличаться между собой. Самые распространенные на данный момент конструкции — это бинокли системы Porra или классические. У них есть характерный изгиб между осью окуляра и объектива. Это бинокли, к форме которых мы все привыкли с детства. Ну и более современные модели с призмами RUF. У них уже нет изгиба между объективом и окуляром. Все необходимые оптические элементы находятся на одной оси. Друзья, в чем же различие между данными оптическими схемами? Классические бинокли Porra имеют чуть большие габариты за счет вот этого изгиба, о котором мы говорили ранее. В то же время, за счет того, что расстояние между объективами чуть больше, они дают более стереоскопическую картинку, то есть как бы более объемную. Также у биноклей системы Porra есть некий выигрыш в плане поля зрения. У них оно чуть больше. Ну а бинокли системы RUF выигрывают за счет того, что они имеют не такие большие габариты, приборы достаточно узкие в ширину, и они лучше герметизированы и более устойчивы к падениям, так как у них нет внешних двигающихся частей. При фокусировке, например, все передвижение линз происходит внутри прибора. Корпус за счет этого надежно защищен. Но в классических моделях Porra при наведении фокуса у нас есть подвижный окулярный мост. Это как раз таки наиболее слабая часть, особенно при падении на твердую поверхность. Раньше, друзья, считалось, что более современные модели системы RUF чуть дороже, чем классические бинокли Porra. Но в последнее время, друзья, эта разница практически сходит на нет. Бинокли этих оптических схем с более-менее одинаковыми характеристиками на сегодняшний день практически не различаются в цене. Поэтому, друзья, ориентируйтесь на эти плюсы и минусы и выбирайте сами, какой прибор вам лучше подойдет. Также, друзья, в двух словах хотелось бы упомянуть и о биноклях с другим строением, а именно с галилеевской оптической схемой. Дело в том, что данные модели вообще не используют призм, только линзы. Это самая простая оптическая схема, и на данный момент она используется лишь в театральных декоративных моделях. Конечно же, картинка, получаемая такими приборами, будет далеко не идеальной, но в то же время они вполне справляются со своими задачами. А это, как правило, небольшое увеличение и наблюдение в более-менее комфортных условиях при хорошем искусственном и естественном освещении. Ну а в более полноразмерных моделях такая схема уже, конечно же, не используется. Также, друзья, хотелось бы отметить, что функция фокусировки может быть реализована в биноклях абсолютно по-разному. Но в подавляющем большинстве современных моделей присутствует центральная фокусировка. Это единый механизм, который единовременно регулирует как левый, так и правый окуляр по резкости. Достаточно удобно, особенно если вы наблюдаете за быстро движущимися целями. Некоторые модели могут иметь раздельную фокусировку левого и правого окуляра. Такая конструкция придает дополнительную герметичность прибору, особенно это актуально в конструкции Porra, так как нет вот этой слабой части подвижного центрального механизма, о котором мы с вами говорили ранее.
Кроме того, раздельная фокусировка позволяет добиться чуть большего угла обзора. Ну и третий вариант — это система Focus Free или так называемая автофокусировка. Такие приборы вообще не содержат в своей конструкции фокусировочного механизма. Всю работу по настройке резкости будут производить наши глаза. Но такая система накладывает свои ограничения в виде достаточно узкого поля зрения и большого расстояния минимальной дистанции фокусировки, которая составляет, как правило, от 20 метров и выше. То есть сфокусироваться на близко расположенных объектах с таким прибором не получится. Напомним, что у моделей со стандартной фокусировкой это расстояние составляет всего 4-5 метров. Мы уже упомянули, что у бинокля есть такая характеристика, как поле зрения или угол обзора. Друзья, это также будет немаловажным фактором при выборе той или иной модели. Конечно же, чем выше это значение, тем в целом лучше, однако не для всех задач оно особенно важно. Кстати, друзья, угол зрения может указываться в нескольких вариантах. Либо в виде линейного поля зрения, например, 133 метра на 1000. Это говорит нам о том, что на расстоянии 1 километра бинокль покажет нам панораму шириной 133 метра. Ну а второй вариант — это угол обзора в градусах. При этом схематично можно изобразить это следующим образом. Представьте, что пользователь находится в вершине равномерного треугольника. Угол данной вершины как раз таки является углом обзора бинокля. Ну а основание треугольника — это та панорама, которую способен показать бинокль на определенном расстоянии. Как мне кажется, друзья, намного проще ориентироваться по линейному полю зрения. В наименовании некоторых приборов, друзья, присутствует и дополнительная маркировка, на которую также обязательно обращайте внимание, ведь она говорит нам о дополнительных характеристиках, которые, как правило, являются весьма и весьма полезными. Самый простой и распространенный вариант — это маркировка WP, которая расшифровывается как Waterproof, то есть водозащищенный бинокль. Такие приборы выдерживают наблюдение при сильном снеге и дожде, а кроме того, даже непродолжительное погружение в воду. То есть это идеальный вариант для наблюдения на реке, море или озере. Если даже вы уроните его в водоем, но быстро среагируете и достанете, будьте уверены, что он абсолютно не испортится. Как правило, такие бинокли помимо дополнительной герметизации имеют и разреженный азот, закачанный внутрь корпуса, который предотвращает оптику от запотевания при резком перепаде температур, например, при выносе бинокля из теплого помещения для работы на холод. Конечно же, друзья, модели с такой маркировкой будут чуть дороже аналогичных по характеристикам приборов, но без нее. Справедливости ради стоит отметить, что практически все современные бинокли имеют функцию пыли и влагозащиты корпуса. То есть они достаточно герметичны для наблюдения во время пылевых бурь, небольшого дождя или снега. Поэтому функция именно водозащиты будет, пожалуй, определяющим фактором, лишь если вы планируете наблюдение на открытой воде либо в особо экстремальных условиях. Следующая достаточно распространенная маркировка WA, которая расшифровывается как Wide Angle, то есть широкий угол. Такие приборы имеют в своей конструкции широкоугольные окуляры, которые позволяют несколько расширить поле зрения по сравнению с аналогичными по характеристикам моделями, но с обычными окулярами. Как мы уже говорили ранее, широкий угол — это в любом случае дополнительный плюс, но стоит учитывать, что и стоимость таких моделей будет несколько выше по сравнению с обычными биноклями. Нужно ли это вам и готовы ли вы за это переплачивать, друзья, решайте, все зависит от ваших задач. Бинокли российского производства имеют также свои особенности маркировки. Например, ранее упомянутый широкий угол маркируется просто буквой Ш. Буква С говорит нам о наличии центральной фокусировки, а ее отсутствие, как правило, означает фокусировку раздельную. Ну а буква С — это дальномерная либо угломерная сетка на одном из окуляров. Весьма полезная вещь, которая позволяет примерно определить расстояние до цели, если вы знаете ее высоту либо ширину. Очень полезная штука при наблюдениях на воде и при занятии охотой. Что ж, друзья, вот мы и поговорили с вами обо всех основных характеристиках биноклей. Давайте теперь разберемся, какие модели для каких целей наиболее подходят. Если вы ищете компактный прибор для использования на различных культурных мероприятиях, например, для посещения музеев или различных постановок, а также в целом для городского туризма, то идеальным выбором для вас станут бинокли с диаметром объектива от 20 до 30 мм и небольшим увеличением от 4 до 7. Такие приборы будут совсем мало весить, они не обременят вас при длительном ношении, их практически можно будет положить в карман и всегда носить при себе, доставая лишь при особой необходимости. Отличным примером таких приборов является Brass Reventus 6х18, Nikon Akulon T101 8 либо 10 на 25 и, например, Leeuwenhoek Sherman 6 на 32.
Следующая категория — это максимально универсальные бинокли, которые подойдут для большого круга задач. Такие приборы должны обладать все еще небольшими габаритами, чтобы их также можно было носить с собой, они не особо сильно вас обременяли, но при этом линзы уже должны быть достаточно неплохими по диаметру для того, чтобы в том числе ограниченно можно было наблюдать и в условиях недостаточного освещения. Идеальный вариант — это бинокли с увеличением 8-10 крат и диаметром объектива 32-42 мм. Наличие широкоугольных окуляров и водозащиты на ваше усмотрение. Отличным примером таких приборов будут, например, Bresser Condor 8 либо 10 на 42, а также BPC Coms 8 на 30 либо 10 на 40, ну и многие-многие другие модели. Если вы ищете прибор для наблюдения в условиях недостаточного освещения, например, в сумерках, тумане или даже в темное время суток, обратите внимание на модели с мощными светосильными объективами от 50 мм и выше. Однако учтите, что для сохранения светосилы у таких приборов должна быть невысокая кратность, не более 10. Наличие хорошей просветленной оптики также сыграет на руку вашим целям. Отличным примером таких приборов является Yukon Polaris 7 на 50 или 10 на 50, Pentax ZD 10 на 50, Nikon Oculon 10 на 50, ну и опять же многие другие модели с похожими характеристиками. Для наблюдения за звездным небом наиболее подойдут специализированные астрономические бинокли. Они имеют очень светосильные объективы, как правило, диаметром от 70 мм и выше, ну а самые продвинутые модели даже называются не астробинокли, а астроскопы и представляют собой практически сдвоенный телескоп, сделанный в виде бинокля. Учтите, что такие приборы являются достаточно массивными и наблюдать с рук с ними абсолютно не рекомендуется. Обязательно установка либо на штатив, либо даже на астрономическую монтировку. Неплохими бюджетными примерами из данной категории будут являться приборы из серии Celestron SkyMaster или Bresser Special Astra. Для наблюдения на открытой воде существуют специальные морские модели, например, Bresser Nautic 7 на 50 или Weber плавающий с компасом, опять же, 7 на 50. Благодаря таким характеристикам, 7-кратному небольшому увеличению и достаточно светосильным объективам, приборы отлично показывают в том числе в условиях недостаточного освещения и имеют очень широкий угол обзора. Кроме того, данные модели имеют корпус из облегченного пластика с вкраплениями воздушных пузырьков, благодаря чему, если даже они упадут в воду, они не тонут, а плавают на ее поверхности. Конечно же, корпус имеет также функцию водозащиты и азотозаполнения для наблюдения в наиболее сложных погодных условиях. Кроме того, для большей герметичности эти модели оборудованы раздельной фокусировкой, в них имеется также встроенная дальномерная сетка для удобного определения расстояния до различных целей, встроенный компас с подсветкой, благодаря которому, опять же, очень удобна навигация на открытых водоемах. Если вы все же хотите выбрать универсальный прибор с функцией зум для покрытия сразу большого количества задач, то настоятельно рекомендую обратить внимание на модели из серии Nikon Oculon, а именно приборы Oculon 8 18 на 42 и Oculon 10 22 на 50. Я не знаю, каким чудом это удалось конструкторам из компании Nikon, но их модели с функцией зум практически лишены недостатков, которыми обладает данная оптическая схема. Даже на больших увеличениях картинка сохраняет свою правильность, особо не появляется никаких дополнительных аберраций, нет вездесущего тоннельного эффекта, ну и затемнение совсем небольшое. Получается, что данные модели вобрали в себя только самые положительные качества панкратической оптической схемы и при этом практически не унаследовали ее минусов. Настоятельно рекомендую обратить внимание. Друзья, если же вы ищете прибор для обзорных наблюдений, то увеличение и диаметр объектива будут вторичными признаками, которые, пожалуй, зависят от ваших дополнительных целей. Ну а самое главное, на что стоит обратить внимание, это, конечно же, угол обзора. Напомним, что широкоугольными считаются бинокли с полем зрения свыше 6,5-7 градусов. Кстати, прекрасным выбором в данном случае станет бинокль Coms BPC 8 на 30, ведь у него угол зрения составляет 8,5 градусов или 150 метров на 1000. Отличный инструмент для обозрения широких панорам. Также советуем обратить внимание на бинокль Weber Nature Russia. Мы совсем недавно обозревали его на нашем канале, и нам даже пришлось записывать несколько дополнительных видео, где мы сами проверяли, а не обманул ли нас производитель с углом обзора. Ведь многие наши зрители не поверили, что данная модель обладает действительно столь широким полем зрения. Для прицельного же наблюдения за сильно отдаленными объектами рекомендую обратить внимание на бинокли с увеличением свыше 12-15 крат, и, соответственно, вам потребуется прибор с достаточно хорошим объективом,
чтобы обеспечить светосилу при таком увеличении на достаточно высоком уровне, дабы картинка не была чересчур темной. Опять же напоминаем, что бинокли с увеличением свыше 15 крат даже производитель рекомендует использовать лишь со штативом, иначе вы рискуете, друзья, посадить свое зрение. Хорошим выбором в данной ситуации будет, например, Yukon Polaris 12 на 50 либо 16 на 50, BPC Coms 12 на 45 либо 15 на 50, Leeuwenhoek Sherman 10 на 50, ну и многие другие модели. Кстати, друзья, если меня спрашивают, какое увеличение необходимо для наблюдения объектов на расстоянии 2, 3, 4 километра и так далее, я пользуюсь следующей формулой, которую я вывел лично для себя. Например, мне достаточно комфортно наблюдать за человеком, чтобы разглядеть различные мелкие детали на расстоянии порядка 100 метров. Соответственно, для того, чтобы комфортно наблюдать за человеком или другим объектом размером с человека на определенном расстоянии, мне нужно это расстояние разделить на 100 метров. Таким образом, я получу нужную кратность. Соответственно, для 2 километров это будет 20-кратный бинокль, для 3 километров 30-кратный. Вы можете вывести подобную формулу и для себя, тем самым определив, с каким увеличением бинокля необходим под ваши задачи. Для таких целей, как охота, рыбалка или экстремальный туризм, чуть лучше подойдут бинокли с функцией Waterproof, так как необходимые приборы максимально герметичны, в том числе для использования в сложных погодных условиях. Но в целом, друзья, самый простой совет: обязательно тестируйте заинтересовавшие вас приборы перед покупкой. Ведь зачастую оказывается так, что самый, казалось бы, невзрачный прибор с вроде бы средненькими характеристиками оказывается наилучшим выбором и показывает картинку даже более приемлемую, чем более дорогие модели. Конечно же, друзья, это не значит, что не стоит ориентироваться на характеристики, которые указывает производитель. Просто тестируйте все сами и выбирайте тот прибор, который, друзья, наиболее комфортен для ваших глаз. Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Также оставляйте ваши вопросы и советы по тематикам будущих видео в комментариях. Давайте общаться, ну а мы готовы будем вас проконсультировать. И не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупку оптической техники в нашем интернет-магазине. Покупайте оптику по самым выгодным ценам с интернет-магазином Observer. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока.